Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Обязательно сегодня в 21 час 57 минут по московскому времени проведите эту практику. Нарисуйте эти денежные циферки на своей руке. Напоминаем, сегодня полнолуние и сегодня достаточно сильный по энергетике день. Поэтому очень важно не только провести эту практику, но и знать, как правильно провести этот день, а также ближайшие дни. Ну и мы с вами более подробно поговорим в этом видео. Итак, друзья, полнолуние состоится у нас с вами в знаке зодиака Весы. А это у нас с вами воздушный знак зодиака, который олицетворяет собой равновесие, баланс, справедливость, партнерство и в мир. И давайте вместе с вами разбираться, какими делами нам нужно заняться в это полнолуние, после самого полнолуния и от каких активностей стоит нам отказаться. Итак, как мы уже сказали, полная луна сегодня у нас с вами, друзья, в знаке зодиака Весы в 21 час 57 минут по московскому времени. И полнолуние – это всегда у нас кульминация лунного месяца. И в это полнолуние будут проявлены новые факты, обстоятельства, которые у нас с вами были заложены в начале апреля. Но для нас они станут при этом неожиданными. При этом это не только имеется в виду что-то глобальное или в мировом масштабе, но и на уровне семей, отношений и так далее. Благодаря этому полнолунию вы сможете привлечь в свою жизнь хороших людей. Весы – это все-таки знак парный, потому что это все-таки партнерство, это взаимоотношения, это у нас про брак, про развод, про бизнес-отношения, это про те связи, которые нам дают сотрудничество. Поэтому не думайте, что это только именно связано с взаимоотношениями, например, между мужчиной и женщиной. Нет, это надо рассматривать каждую сферу, где есть сотрудничество. И это полнолуние у нас пройдет под эгидой, что все лишнее нужно убрать со своего пути, вымести, чтобы оно нам не мешало далее жить. А это значит, что в ближайшие 2 недели после нашего полнолуния сегодняшнего будут разрушаться вот те связи, те отношения, которые уже, к сожалению, не могут существовать дальше. Это те трещины, это те вот осколки, которые нам уже не удастся ни замазать, ни заклеить, ничего с ними сделать. И со временем они будут только расти и вести нас, тянуть нас в пропасть. Поэтому все-таки думайте о том, что вам мешает жить, двигаться и так далее. Если у вас уже сейчас или в ближайшие 2 недели будут остро стоять вопросы, связанные с отношениями, с любимыми, то в будущем эти люди уйдут из вашей жизни, потому что любые конфликты, именно в полнолуние, вот сегодня 16 апреля, плюс 2 недели, трудности, какие-то разногласия, это, знаете, такая вот лакмусовая бумажка, которая показывает, что отношения должны измениться, но при этом они разрушатся. Если мы смотрим на наше звездное небо, то мы видим достаточно гармоничное взаимодействие между Венерой и Меркурием, а это будет усиливать возможности для новых отношений, для знакомств, для оформления официальных отношений, скрепления отношений какими-то материальными ситуациями и делами. Также очень будет благоприятное время для новых деловых отношений, для связи, для отношений по расчету и любви. Конечно же, без любви ни один расчет не выдержит, так как Венера – это все-таки у нас симпатии и, в первую очередь, чувства. Также обращаем ваше внимание, что на небе у нас происходит еще и взаимодействие Меркурия и Венеры с Ураном, а это привнесет нам чего-то необычное, нестандартное в тему отношений и сотрудничества. Поэтому не отклоняйте никаких предложений, которые будут вам поступать после 16 апреля и до 30 апреля. Также обращаем ваше внимание, это полнолуние хорошо для решения вопросов любви, отношений. Именно оно позволит расставить вам точки вот в сложных отношениях, найдя в них компромисс. Но вам нужно понимать, что лучше что-то новое и цельное, чем старое и худое.
Конечно же, звезды нас ведут, но помните о том, что выбор все-таки остается за нами. И сегодня, пожалуйста, постарайтесь в этот сильный по энергетике день подумать о самых важных вещах в жизни. Полная луна может указать вам верный путь в любви, в делах, в работе. Не исключено, что многие из нас поймут, в каком направлении им стоит дальше двигаться. В общении с окружающими людьми стоит проявлять поменьше настойчивости. Кроме того, все-таки рекомендуется помириться с теми людьми, которые вам дороги. А вот ссориться с близкими и друзьями сегодня не стоит, потому что конфликт может навредить всем его участникам. В это время лучше не выяснять отношения, не принимать важные решения и не совершать никаких судьбоносных поступков. Обращаем ваше внимание, что полнолуние в Весах – это все-таки отличный повод проявить свой творческий потенциал. Если вы боитесь решиться на что-то уже долгое время, но вас терзают мысли, как же это осуществить, то попробуйте отбросить все сомнения и ответить себе на очень такой вот важный вопрос. Когда, если не сейчас? Конечно же, каждый из нас любит придумать 1000 отговорок и убедить себя, что сейчас не время мечтать, что не время покорять новые высоты и так далее. Поэтому просто возьмите и начните делать. Потому что разочарование, понимаете, возникнет только тогда, когда вы поймете, что упустили все возможности для реализации. Также постарайтесь в это полнолуние сегодня и 16 и 17, благо это все-таки выходные у многих из нас, вы можете почувствовать эмоциональную усталость, поэтому постарайтесь посвятить время отдыху, потому что действительно кто-то из нас выгорает, и дайте себе возможность отдохнуть и перегрузиться именно в эти выходные 16 и 17 апреля. Также постарайтесь сегодня и завтра наслаждаться собой и своим отражением в зеркале. Поухаживайте за лицом и телом. И вы знаете, во время сегодня любого общения старайтесь избегать конфликтов, перехода на личности, хотя сегодня как никогда этого захочется. Также сегодня приветствуется уборка, расхламление жилья. Помним, у нас полнолуние, но не переборщите, потому что вы можете выбросить многое, а потом пожалеть. Также окружите себя красотой, сходите в музей, на выставку. Сейчас очень важно получить новые эмоции, впечатления. Также партнерские взаимоотношения сейчас также крайне важны, поэтому уделите время, например, своему любимому человеку или деловому партнеру. Также охраняйте себя от переизбытка информации и общения. Помните о том, что в полнолуние касательно информации может происходить искривление где-то, поэтому если вам пришла первая какая-то информация и вы не уверены в ней, подождите немного. 18-19 развеется, как говорится, ветер, туман, и все станет на свои места. Также не рекомендуем сегодня, друзья, начинать какие-то новые проекты, не планируйте важные дела, не стремитесь занимать деньги, инвестировать, начинать какие-то поездки и также приобретать дорогостоящие вещи. Это ни к чему. Также не делайте операции, косметические процедуры, связанные с уколами, а также не старайтесь 16 и 17 удалять и лечить зубы. Если есть время, подождите, если, конечно, без боли, не болят, а если, конечно, зубы болят, ну, конечно, тогда приступайте. Ну и мы, как в начале видео, друзья, сказали о том, что сегодня у нас с вами полнолуние. Полнолуние достаточно сильное по своей энергетике, а значит, мы в том числе можем проводить практики на привлечение денег в свою жизнь. И проведите вот следующую практику, которая называется «Денежные восьмерки». Вы обязательно эту практику должны провести в само полнолуние, когда у нас будет с вами пик энергии с космоса идти. А это у нас с вами в 21 час 57 минут по московскому времени. Если вы живете в другом часовом поясе, пожалуйста, подсчитайте. Итак, как мы делаем? Во-первых, нужно быть в хорошем настроении и с добрыми мыслями. Итак,
нам понадобится красная ручка или фломастер. И рисуем на левом запястье, друзья, ручкой 4 восьмерки. Именно восьмерки, не как знак бесконечности, а как наши вот стандартные циферки. И говорим следующие слова. Закрутилось, завертелось поступление финансов. И все, нарисовали и отпустили вот в космос, во Вселенную именно эти слова. Если у вас 17-18 стерется, не переживайте, вы, главное, активировали поступление денег в свою жизнь. Друзья, вот такой у нас с вами сегодня день, 16 апреля, поэтому рекомендуем всем провести эту мощную, сильную практику. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, друзья. Ссылка в описании в профиля. В описании к этому видео, друзья. Также обязательно ставьте лайк, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной и интересной для вас информации. Мы всех вас любим, ценим, берегите себя, услышимся уже в следующем видео.